такой станочек с рук. Но так я понял, что он вообще не работал у них. Просто где-то стоял там долгое время, потому что все еще в этой смазке консервационной, да, которая, ну, чуть-чуть вот есть ржавчина на тисках, но мелочь. Какими путями он к этим ребятам попал, я не знаю, но так из комплектации только вот этот вот патрон под МТ-2, насколько я помню, МТ-2 тут. Резьба на 12. Имею еще два вот таких вот зажима для того, чтобы укреплять тесочки. Ну, тесочки, конечно, очень хорошенькие такие. Очень мне нравится. Что сказать по станку? Рабочее поле где-то в пределах 230 на 100 и на где-то 180 по Z. Так вот покрутил его, да, туда-сюда. Ну, как бы все хорошо, так жестко все стоит. На данный момент вот не могу. Фрезы есть, мог бы там закрепить, в этом патроне даже. Но не могу. Так как пришел домой, и вот этот двигатель, да, я его уже разобрал. Там на месте я его включил, он секунд 10 поработал, и я думаю, хватит. И в итоге, что хочу сказать, что с двигателем, да, пришел домой, включил, начал выходить из него, как бы я подумал, дым сначала. А это не дым, а вот этот подшипник. Был тут слой такой вот, ну, жижи какой-то на нем. И, короче, вот он сейчас, он уже крутится, я его плоскогубцами схватил и крутил. А сначала он даже не хотел крутиться, то есть как бы заклинил вот так вот и все. Ну, короче, меняем. Вот есть у меня две штуки. И тут передний, ну, завтра приедет. Тоже поменяю, хотя вроде бы он так крутится. Хорошо, вроде так, все, нет проблем, но поменяем его. Так, что теперь дальше, да, если снимем тут, вот тут вот разберем, тут у него как все устроено, да. Тут передвигается по рейке, вверх-вниз, вот так, есть точное перемещение, вот если мы включим, вот тогда есть точное перемещение. Вот. Можно перемещаться тут по лимбу, все. Тут цена деления это 2 сутки. Ну, в принципе, как бы для такого станочка, я думаю, вполне достаточно хоббийного. Так он довольно-таки жесткий. Так я понял, что он поворачивается под 40 градусов где-то. Вот эта колонна, можно развернуть ее. Ну, тут мы имеем такой вот амортизатор, который помогает поднять его выше. Блок управления, шпиндель, вернее, бабка и со шпинделем. И идем дальше. Вот тут-то вот передается через, сейчас найду я ее где-то, тут она тут у меня была сейчас. Вот, да, от двигателя, если взять вот так, да, то вот через эту шестерню передаются на эту пластиковую. Она вроде бы у меня как бы не повреждена. Целая такая вроде бы. Но когда я кручу за шпиндель, она не идет плавно, идет рывками. Поэтому я подразумеваю, что может быть внутренние там, да, шестерни, там имеют повреждения. Там внутри 2 блока шестерень. Один на шпиндель стоит жестко, а другая тут вот. Она передвигается вверх-вниз. Вот служит этот рычажок, чтобы, скажем так, в 2 раза увеличить скорость. Шумит он сильно довольно-таки, насколько я успел понять. Поэтому, как всегда, интернет нам в помощь. Этих станков продано немерено. Поэтому начали искать. Выпускаются они под разными именами. Мой, к примеру, такое имя имеет, как правильно произносится на английском. Клак, типа такого. И
Так, станком я как бы доволен. Механикой, вот это все я доволен. И я думаю, что я вот поставлю сюда, сниму это все отсюда и поставлю вот, ну типа вот такого, да, на двигатель и через ремень сюда, потому как не устраивает вот это вот постоянный. И я даже просто не знаю, вот нагрузку какую-то дашь, и если там внутри шестерня ломается, то это постоянно головняк. Надо постоянно. На данный момент будет стоять двигатель его родной. Он имеет как бы вот такие вот характеристики. 6000 оборотов заявлено. На эти 6000 оборотов, как я понял, он имеет 470 ватт выдает. Надеюсь. Ну, посмотрим. Потом мы, когда поменяем ему подшипники, соберем, посмотрим, сколько реально он выдает оборотов на холостую и под нагрузкой. Что хочу сказать, да, ну как бы в первую очередь модернизация будет касаться вот именно вот этого узла, потому что он как бы самое большее такое беспокойство, скажем, да, доставляет. Ну тут вот написано, что он имеет 2000 оборотов и 1100 при регулировке данным ключом. Может быть. Я не знаю, но я считаю, что фрезеру как бы хватает 500-600 оборотов с легкой, если ты обрабатываешь какую-нибудь сталь там. Но посмотрим. Пока так. Хочу сейчас попробовать разобрать вот этот вот шпиндель. Так как я не знаю, что там внутри, в каком состоянии, то лучше сейчас разобрать. Как есть время, другое все равно ничего не могу делать, так как нету. Еще не приехало ничего. То есть даже тот же двигатель я не могу сейчас собрать, потому что завтра съемники, подшипники еще передние приедут. Ну, попробуем сейчас, что у нас получится.